Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это учение о Боге, развитие ума в области динамической реальности. Речь идет о том, что когда мы выделяем такое понятие, как ум в виде информации, и выделяем как область информации, то мы можем выделять, например, статичное свойство ума, связанное с тем, что в уме человека отражается, например, статичная система реальности, и получается, когда мы говорим о развитии ума, то мы имеем в виду, например, фактор внешнего действия какого-то. То есть ум, который, например, развивается в механическом, оптическом выражении, получается, что идет увеличение расстояния в оптическом выражении этого объекта информации в восприятии. То есть развитие – это увеличение доступа, да, увеличение оптического рычага доступа, увеличение фактически системы управления. И когда мы говорим именно об уровне динамической реальности, то здесь имеется в виду, что в статике, то есть человек душой воспринимает статичное состояние ума. Бог так создал человека, что статика – это есть состояние души. Вот когда мы хотим уловить состояние души, душа взаимодействующая, да, с каким-то элементом реальности, или душа, действующая с другим человеком в общей цели, то мы должны усмотреть, вообще говоря, через духовную структуру именно статичное свойство фактически ума. То есть ум статичный воспринимает уже именно состояние души, именно то состояние, которое охватывает весь мир. То есть ум спокойный, так скажем, да, область информации, соответствующая уму, где восприятие именно в статичной области происходит. Так вот, когда мы говорим о динамичном именно уровне взаимодействия ума и внешней информации, да, любой другой информации, то здесь существует один очень важный элемент мира, реальности в познании, что ум человека, он должен видеть Бога и при этом видеть так, как видит человек в изначальном развитии самого человека. То есть ум развитый, скажем так, до бесконечности, в связях с динамичными системами внешней реальности. Это могут быть объекты информации, могут быть самые разные, в общем-то, явления реальности. Ум должен обязательно видеть вот именно начальное состояние, вообще говоря, человека всего, да, скажем так, если говорить о том, что ум данный принадлежит конкретному человеку, то ум должен контролировать всего человека, получается, область информации, соответствующая уму, так скажем. Когда мы говорим о связях, мы говорим о том, что на этом уровне можно совершить переход между, например, физическим телом, да, и какой-то системой динамичной реальности. То есть человек может через, скажем так, умное познание, через область ума может взять и спокойно, например, оздоровиться. То есть перейти через область, собственно говоря, своего собственного интеллекта, который имеет свой собственный опыт. Да? То есть человек работает в общем-то, в рамках замкнутой системы знаний. То есть те знания, которые соответствуют человеку, предположим, в оптической, в приближенной области информации, человек туда входит и может себя оздоровить за счет просто тех знаний, которые есть. Исходя из этого управления, Бог, Он также и делает. Он имеет ресурс определенных знаний, а знания же Бога, они всеобщие. То есть, получается, если мы говорим о знаниях Бога, то они всегда имеют, в общем-то, завершенную конструкцию. То есть, они всегда всеобщие, всегда сосредоточены, например, в одном объеме информации. То есть, Бог любое следующее знание воспринимает как известное Ему знание. То есть, для Бога же нет неизвестных знаний, значит, Его область совершенно конкретна. И получается, задача Бога в данном случае войти в эту область и получить полное, например, оздоровление, да, и так далее, если есть какие-то там задачи в этом плане. То есть получается, что также по аналогии человек может делать так же, как делает Бог, когда он области ума делает просто автономной. И, значит, сосредотачивает в этой области как раз-таки функции, самое главное, развитие в динамическую систему управления, потому что динамичная система – это, в данном случае, в данной технологии, это уровень, где любое изменение внешнего мира
обязательно отражается в данной динамической системе. То есть фактически с точки зрения человека это постоянное развитие, которое происходит во внешней, как бы внутренней реальности, значит, должно улавливаться состоянием ума. И вот здесь вот есть принципиальный аспект управления, то есть состояние ума, то есть положение, так скажем, ума, соответствующее положению души, например, состоянию души, позволяет эти импульсы отслеживать. То есть как только человек приводит ум в соответствии с душой, то есть получается, что здесь ум уже взаимодействует напрямую с душой. То есть выделяется ракурс связи ум, душа, человек. То есть душа, соответствующая данному уровню ума. И получается, что можно трактовать, так скажем, как ум души человека, и тогда уже видеть душу так же, как устроено человеческое тело, по аналогии. Если у тела человеческого мы рассматриваем такую область, как ум, у личности человека, да, скажем так, то получается у души то же самое есть. И вот здесь мы видим Бога, проявленного именно в динамике передачи знаний, что взаимосвязи, они позволяют практически решать вопросы концентрированного, так скажем, управления на уровне логики познания и на уровне фактически развития, действительно, в общем-то, даже в механическом понимании ума в область управления. То есть, если нужно, как бы дотянуть, скажем, ум, да, вот эту область информации в какую-то область, просто берется и делается пролонгация в оптическом свечении. То есть здесь большее значение уже имеет свет именно. То есть тот новый свет, который человек может уже сам создавать. Он берет и протягивает свечение в нужную область, и когда он действует умно, или там действие с умом, да, скажем так, это действие, как правило, правильное. Задача только лишь, опять же, в отражении как бы динамического сигнала, где именно динамический сигнал дает возможность понять, каким образом происходит взаимосвязь, так скажем, фракций ума и внешней реальности. То есть внешняя реальность может быть настолько подвижной, что начинает влиять на структуру ума, и ум должен, получается, что решать больше задач, чем требуется. Да? А вот оптимизация управления заключается в том, чтобы ум был статичный в динамичном действии. Но также действует и Бог. Он единый и статичный, но вокруг него динамика, да? Причем всеобщая. Получается, аналогичные свойства на уровне ума мы можем обнаруживать именно в действии Бога. То есть аналогия, она дает возможность познания действий Бога, когда мы рассматриваем именно автономную как бы, фракцию ума. Предположим, в определенных сказках есть такой принцип, что там как бы вошел куда-то, вышел, и совершенно обновленный, да, человек с улучшенными какими-то параметрами. То есть получается, что здесь мы имеем, в общем-то, в определенной степени такую же картину действия, аналогичную, что ли, условно, можно так назвать, в системе высокой концентрации собственной энергии, или собственной, так скажем, жизни, даже так можно выразиться, потому что, я почему говорю такую фразу даже так, потому что ум — это характеристика все-таки всеобщая. Есть коллективный ум, есть ум конкретный, есть ум там, или умные свойства растений, вообще любой среды. Свойства среды могут обладать свойствами, сходными с понятием ума, например, да, для человека. Тогда получается, что для того, чтобы опознать любую систему, которая, например, бесконечно удалена там, или обладает неизвестными характеристиками, мы можем структуру именно ума, то, что соответствует уму человека, эту структуру просто развить до уровня познания данного элемента реальности. То есть получается, что непознанного элемента нет. Также действует Бог. Для него же все понятно изначально, хотя следующий элемент, он вокруг него существует, как для личности он существует так же, как и человек воспринимает, Бог также воспринимает следующий элемент реальности. И задача, получается, в элементе именно познания. Развитый ум в другую систему дает возможность познать, там, что конкретно будет происходить там, в следующую секунду, да, или там, следующий час, или там, бесконечное время вперед. Так вот, для ума понятие времени здесь не существует. События начинают работать так, что умное действие — это есть действие создания. То есть как бы основополагающий принцип ума, то есть области самой, да, свечения, как кристалла, скажем. Если мы рассматриваем кристаллы, централизованное свечение при ярком свете, то есть центральный стержень,
это есть система создания кристалла. В данном случае речь идет о создании как бы кристаллической или центральной системы ума. Ну, не в плане там кристалла, а именно света. Как вот, свет как кристалл, скажем, да, свет принимает жесткую форму. То есть, и вот когда мы рассматриваем систему мышления, то мы видим, что чтобы построить там, например, клетку, нужно создать так, чтобы именно след какого-то светового луча или там матрица, которая светит, она должна быть совершенно четко структурирована, ну, как устроена там система микромера. Кристаллическая решетка, там, например, движение ядра и так далее. Когда мы начинаем рассматривать любую динамику внутри микросистемы, мы видим, что динамичная система, как бы, она более маленькая, и чем дальше мы входим, тем более динамичную систему мы получаем. В конечном итоге, в рамках как бы системы познания, за счет оптических обычных систем, мы видим, что происходит просто квантовое состояние, например, да, свет или просто луч, который уходит в бесконечность. Но это на современном уровне техники нельзя, например, рассмотреть через оптику. А тем не менее, там совершенно четко видно, что луч начинает расти бесконечно, но так и должно быть. Любая микросистема переходит в бесконечную величину. Это можно познать именно сознанием, то есть именно умом. То есть выделение ума, так скажем, в чистом виде, да, если так вот поставить вопрос, то это система развития и сопоставления в действии. То есть путем очень быстрого сопоставления действий можно находиться как в начале действия, так и в момент развития объекта. То есть как бы предупреждать развитие света, то есть реальности, да, и знать, то есть фактически делать управление, ставить объект, создавать, да, в данной точке. Но для этого нужно создать этот свет. Ум позволяет это делать, ведь это область информации, соответствующая уму именно. Но в принципе можно делать там структуры сознания, можно делать, конечно, действием души. В данном случае речь идет о действии области информации, которая соответствует уму человека, например. Значит, когда мы рассматриваем такое действие и смотрим, а как взаимодействует человек, ну, с другим элементом реальности, статичным, там, предположим, камень, дерево, животное, вообще весь внешний мир, то получается, что их действия, характерные там, уму человека, тоже как-то создают реальность. Перед действием, световым уже действием, да, человек, то получается, что получить истинный бесконечный свет, человек должен решить, в общем-то, элементарную задачу. На всех системах стыковки как бы, фокуса реальности в точку развития ума увидеть вообще состояние системы и взять ее под контроль, всю внешнюю систему. То есть он входит в фракции сознания уже, например, да, можно именно структурой души или уровнем тем, ну, который я назвал ум души, значит, входит, например, человек в эту систему, начинает развитие в бесконечность, видит какую-то там галактику или какой-то микроэлемент, и получает, что, чтобы делать управление, все элементы должны быть сосредоточены к человеку как бы в замкнутой системе. То есть он должен также организовать развитие других систем, чтобы они имели автономную систему как бы саморазвития. Потому что здесь речь идет о том, что в момент самого создания Бога он все внешние элементы реальности уже видел. И получается, что любая система замкнутая, она имеет также структуру бесконечного развития, причем совершенно определенную. То есть порядок, так скажем, да, развития заложен в элемент идеи, так скажем, развития. И когда мы начинаем говорить о развитии ума, то мы приходим именно к идеологическому принципу развития реальности. Почему, например, религии в социальных аспектах именно быстро и широко развиваются, потому что это идеологическая система, связанная именно с идеологией, то есть свет, который стоит над светом, следующий свет, свет, дающий, да, следственную систему. И когда мы хотим понять именно свет, именно идущий от Бога, религии идут от Бога, когда мы рассматриваем эту систему как подструктуру управления, то мы получаем, что создание вот этого божественного света, например, там, человеком, так скажем, да, пусть даже сегментарно, то есть Бог создал весь свет, а человек, научившись создавать элементы вот этого божественного самовоспроизведенного света, получается, он по образу Божьему, уже в действии, по подобию, как действует Бог, может строить ту реальность, которая ему нужна, значит, он абсолютно ее контролирует. И вот уровень контроля, как бы замыкания области, да, это не значит, что нам нужно ходить и строить какие-то там галактики в личных там каких-то целях. Ну, может быть, если это надо, то это другой вопрос для каких-то специальных целей. Но когда человек делает какую-то обычную личную работу, то он может вполне
заменить как бы построение всех этих систем просто матрицей света, созданием матрицы света, но такой, чтобы Бог принял душой. Вот здесь вот речь идет о том, что именно душа Бога – это как критерий для построения, то есть человек должен охватывать одновременно и состояние души, как бы вступать в диалоговую систему, то есть это достаточно, ну, в общем-то, умное, да, действие. То есть ум как система действий, то есть можно назвать действие умным, если оно имеет сложную систему сочетания в событийных конструкциях каких-то для человека, для личности именно. И здесь получается, что тело человека это как раз-таки, ну, скажем, можно так сказать, что сверхсложная система взаимодействия, где единственным действующим лицом с точки зрения Бога и человека, да, значит, является изначально Бог, но именно в развитии это человек. То есть получается, что развитие, да, ума Бога – это действие человека, или, вообще говоря, и сам человек в том числе, вот в логическом понимании. И получается, что человек, он, значит, всегда умен, он всегда может познать любую конструкцию, потому что он и есть развитие ума Бога. Значит, он, естественно, может освоить любую систему знаний, просто логически даже. И получается, что, исходя из этих, ну что ли, систем взаимодействия, человеку можно давать знания любые, любой сложности, ну, как показывает практика, человек действительно осваивает любую систему знания, управления, так скажем. И получается, что здесь задача стоит, вообще говоря, не в сложности, а просто в правильности пути. То есть вот определение правильности, да, получается, исключает систему там, разрушений и так далее. Значит, получается, что для того, чтобы там всех спасти, можно не строить какие-то там большие технические объекты и не решать какие-то очень сложные мероприятия, а подойти, ну, как можно сказать, там, с умом, выделить линию центрального управления, которая начинает определять структуру событий, и события начинают плавно переходить как бы в норму, да, если они в чем-то видоизменены, в отличие от нормы, например, они как-то развиваются или могут развиваться так в будущем. Вот здесь вот выявляется прогностическая функция, то есть прогноз состояния — это и свойства ума, и функция поведенческая, как бы, то есть ум сначала, как область информации, проходит какую-то, скажем, систему управления, то есть какую-то своеобразную дорогу, так скажем, да, и как бы прокладывает путь. Но это если считать, что это как бы внешняя совсем система управления, то есть некая информация, вот мы берем и наблюдаем вообще, что она делает, как она развивается. Ну, вот как растет кристалл, и мы берем эту фракцию информации, которая называется умом, начинаем за ней наблюдать. То получается, что значит, он, во-первых, имеет очень прочную, очень жесткую систему управления, и при этом он еще прокладывает путь. Но действительно, сначала человек обдумывает, потом он куда-то идет, предположим. Да? Ясно, что это своеобразный путь. Так вот, исходя из, я имею в виду своеобразно, когда же он бытовые дела делает. И когда он делает бытовое, он может делать и макродела одновременно, по моему учению. Значит, здесь, когда действует ум, идет обязательное, то есть безусловное взаимодействие с уровнем Бога, на определенном уровне познания ума, так скажем. Да? То есть достаточно познать свой ум, и можно увидеть свою душу в действии. И получается, что чтобы через структуру ума познать действие души, а потом уже научиться механизмам действия души, как изначальной структуры управления, как истинно божественной, данной действительно и только от Бога, мы можем посмотреть, как ум, значит, изучает, так скажем, душу, да, человека. Здесь получается, что мы приходим к тому, что реальность, она достаточно емкая, то есть она неоднозначная. И когда мы начинаем видеть, что мир таким образом устроен, то ясно, почему существуют галактики, почему существуют какие-то элементы реальности, потому что душа требует развития в пространстве, во времени и требует систем отдаления. То есть душа способна воспринимать бесконечную систему и знаний, и событий, и пространства. И учитывая, что она находится в физическом теле человека, то получается, что и так как тело это вообще часть души просто, то получается, что мы здесь имеем следующее. Автономная система физическое тело строит всю физическую, в том числе реальность, да, духовную, и при этом, потому что это есть действие изначальной души, подобное действию Бога. И когда вы начинаете это видеть, вы понимаете, что все процессы, происходящие внутри вас, с точки зрения вашего ума, вашего сознания, как бы системы внешнего наблюдения,
это есть действие, исходящее из тела, из потребностей тела. То есть ну, локально имеющие одну и ту же форму тела постоянно создает всю внешнюю реальность. И вот когда мы начинаем познавать, как оно создает, да, как тело вообще работает, то мы видим, что это очень просто понять, вообще говоря, часто вообще элементарно, просто выделив свойства ума. То есть в механическом, оптическом понимании, как я уже сказал, выделяем, приближаем ум, так скажем, да, к себе в управлении. Чем ближе, тем выше концентрация воли. Ну, своеобразно как бы эспандер, да. Значит, когда приближаем еще ближе, то получается свечение, ну, как бы начинаются элементы, значит, такого восприятия, как там чакры, биополя, там, ну и так далее. То есть начинается визуализация элементов действия тела, где тело взаимодействует на уровне физической реальности, да, как бы с внешним элементом. И получается, что мы тогда уже, когда приблизим на уровень тот, который дает Бог, а это могут делать, ну, те личности, которые там много работают, ну, их там, например, соотносят к уровню просветленных личностей, то получается, что они объединяют там состояние ума, тела и души. И получается, что у них идет мощное централизованное, да, управление. Так вот, человек, который там начал, да, заниматься по моему учению, а стоит задача спасти АЭС, и когда ему, ну, например, нужно сделать срочно там, и долго развиваться, там просто нет времени, тогда он должен работать на уровне именно такого механического, оптического подхода, ну, с элементами познания и пояснения. Достаточно соединить оптику, дух, познания, и тогда получается сопоставимая работа, то есть также, значит, идет соединение ума, души, тела, и получается такое же управление. Но, конечно, если работать долго, то это более статичная информация, то есть человек находится в этом состоянии дольше, больше дает управление. А ради разового действия, значит, можно сделать и применить вот эту технологию, но которая уже будет дальше не разовая. Если человек один раз сможет, он все равно уже идет дальше. То есть если он освоил элемент управления, значит, он все равно идет дальше. Так, как делает Бог, он все время развивается. Поэтому получается, что, исходя из этого, ну, развитие Бога с точки зрения человека – это как бы одновременно и статичное, и динамичное действие. Поэтому получается, что развитие ума именно в области динамичного действия – это есть, прежде всего, выделение на уровне сознания человека такого процесса, как динамика, но у Бога. То есть и получается, что когда мы ставим вопрос именно развития в области динамики, процесса управления, то мы взаимодействуем уже с Богом, где Бог дает фактически интеллектуальный уровень управления. То есть можно брать какие-то творческие задачи, видеть вообще, где они формируются. То есть выходить на уровень творчества через систему точного познания. И там, например, не ждать ответ длительное время, там, не ждать, пока пройдет эксперимент, взять, увидеть ответ сюда, его привлечь на уровень как бы распаковки к сознанию ближе и посмотреть ответ. Все. Тогда ответ ясен, его можно дальше распаковать, посмотреть всю технологию. То есть владение, вот, ну, скажем так, уровнем ума, где есть развитие ума в динамической области, и ум сам опознает систему динамических уровней управления, мы можем вполне решать задачи любые, потому что мы знаем на них ответы. Получается, как вообще мы знаем ответы, да? Если задуматься над этим вопросом, мы, значит, их сами создаем где-то. Иначе, как вот человек может знать точно ответ, что ему во всем уровне информации искать? То есть это, во-первых, время, да, бесконечное количество величин. Следовательно, человек просто попадает в свой адрес фактически, где он свой же ответ уже создал. Тогда он идет правильно. То есть Бог создал совершенно четкую, прямую дорогу бесконечного развития, где достаточно только вот этот свет собственного ответа, да, свет собственного создания, и, значит, увидеть, и видно, что, например, свет, например, собственного сознания в этой области, это уже одновременно и свет Бога, то есть свет сознания человека приближается к свету Бога. А дальше, когда человек создает в этой фракции, как на платформе, то есть он делает фракцию сознания как платформу, ставит там управление и создает свет уже бесконечный, да, всеобщий. Тогда получается, что мы имеем возможность создания элементов реальности в очень спокойной, как бы адаптированной к восприятию человека системе, где спокойненько человек может строить, накладывать как бы событие за событием, очень четко смотря, как вообще делает и показывает Бог. То есть там нет спешки, там можно построить очень точно и очень спокойно любую конструкцию. Ну, например, я когда работал, значит, по космической технике,
где нельзя было провести эксперимент, я вводил именно в эту область управления реальную систему событий, и когда расставлял уже конкретные ответы, они точно совпадали с тем, что было потом во время экспериментов через несколько месяцев. И когда здесь получается, что я расставлял, я же все-таки решал, не просто расставлял, а еще решал задачу, заложенную в цель. То есть можно взять, поставить цель управления и просто ее реализовать. То есть какая разница, задача это или какое-то событие, просто событийная конструкция, она может быть как раз-таки, в отличие от каких-то приборных систем, хотя приборная система это та же система событий, да, но здесь мы имеем в виду, что событийно может быть совершенно различное, там не обязательно, конечно, какие-то приборы или даже не обязательно какие-то конкретные события, здесь может быть только проявление души человека. И тогда мы можем четко видеть, когда мы смотрим на свою собственную душу, мы можем очень четко определить ее координаты, начало ее организации. И здесь у нас есть все возможности человека спасти. Стоит только человеку обратить на нас внимание, на того человека, кто практикует, то получается, что любой будет спасен, лишь бы он захотел. И здесь возникает задача, как у Бога стоит задача, спасти при желании, да? То есть на свободном волеизъявлении. Ум эти вопросы решает, потому что ум может дать доводы, да? Какие-то логические, какие-то внешние, ситуационные. Так вот, когда мы говорим об этом свойстве ума, то получается, что свойство изначально создано все-таки человеком. То есть человек создает свойства в зависимости от своих потребностей, опять же, бесконечного развития. То есть маяком действия, да, человека все-таки является бесконечная величина, которая, конечно, является фактически величиной действия от Бога, то есть это есть сам Бог, который дает истинные, живительные, то есть живые знания, знания вечной жизни, то есть он тогда его видит конкретно глазами, в физическом теле, да. А когда мы ставим вопрос создания, исходя из свободы личного выбора, то получается, что выбор мы можем сформировать путем управления, но все-таки сделать так, чтобы он был свободным. То есть автономный уровень управления, да, как я сказал, автономный уровень, который соответствует уровню ума человека, значит, получается, предпринимает волевое управление для того, чтобы выбор был свободным. То есть он создает, что есть для него свобода. Свобода, понятно, там нет ограничений каких-либо, да, в обычном понимании, физических, каких-то других, но здесь речь идет об истинной свободе, что человек должен создать истинную свободу самостоятельно. В общем-то, в философских системах это понятно трактуется и как-то прикладывается часто к практике. В данном случае я говорю о прикладной совершенно практике. Когда человек абсолютно свободен, он же свободен тогда и от болезни. То есть достаточно войти в состояние свободы, человек оздоравливается, значит. Почему Бог, например, да, значит, дает, и в принципе он, получается, может быть в любой момент, когда захочет, он может быть, да, например, здоров, и то есть у него всегда такая ситуация существует в плане действия, скажем, такого плана, что он изначально по структуре, он все равно, так же, как он сделал людей, все равно люди изначально здоровы. И если, например, они ощущают именно внутреннюю божественную свободу, он может сразу быть здоровым, любой человек может сразу быть здоровым, если он свободу сформировал, получается, самостоятельно в рамках, так скажем, интеллектуального управления. То есть, где все системы под контролем. Тогда, получается, возникает такая достаточно, своеобразная задача в познании, да, личности, в мировосприятии, что созданное усилием, свобода ли, да, это в действии, потому что создано усилием, значит, получается, что это навязанное самим же человеком, самому себе. Но получается, что может быть, кроме того, что есть человек и его действия, да? Если он уже считает собственное создание тем, что он же сам себе навязал, то получается, что у Бога, например, существует, вообще говоря, такой же вопрос. Бог абсолютно свободен, но он же все создал. Тогда как Бог решает данный вопрос, да, для себя? Он просто говорит, что тогда он будет действовать так, как действуют люди, да? И получается, он находит в своих выражениях, значит, действия, что он создал людей, но и благодаря тому, что он создал, он получает свободу действий
вообще говоря, прежде всего с точки зрения себя получается. С точки зрения людей это и так понятно, да? Но потому что он их создатель, и как бы без проблем, они считают, что он совершенно свободен. Но в данном случае именно интеллектуальная система, именно, так скажем, ума Бога, она работает таким образом, что, значит, тогда, по аналогии, человек должен считать, что, опять же, абсолютная свобода все-таки обращение к Богу. Тогда он должен спросить, да, а как вот правильно ли вообще он построил себе эту систему полной свободы, да, например, в действии, в автономном действии. И получается, вот диалоговый режим с Богом возникает по потребности его дальнейшего знания. Но это же личная потребность, это уже свободная потребность. То есть вот есть много элементов реальности, и он выбирает себе какой-то один из них, но он же выбирает, потому что он фактически должен принимать правильное решение, то есть он должен быть неуничтожим. Это уже решение, которое стыкуется с системой внешних знаний, социальным аспектом. То есть, значит, он должен думать о других, обязательно, чтобы они тоже жили вечно, и так далее. Да? И здесь возникает уже уровень социальных обязательств. Так вот здесь вот человек, получается, имеет истинную свободу, когда он всех спасает. Вот тогда он действительно свободен, потому что он там сделал свою работу и свободно себе гуляет где-то. То есть получается, что вот спасение всех – это принцип личной свободы с точки зрения ума человека и Бога одновременно. То есть здесь ум человека и Бога действует синхронно, сонаправленно, когерентно, так скажем. Одним словом, даже здесь можно сказать, что они всегда действуют однонаправленно, и здесь часто действие Бога или действие человека, в общем-то, не имеет принципиального значения, как в следственности, потому что Бог, он всегда, конечно, везде и един, но здесь вот речь идет о том, что тогда выражен и человек. Тогда он может познать свою систему действия. То есть он может четко отделить. В правильном действии проще познавать себя. Вот обратите внимание, что в практике ведь людей понятно, и каждый может сказать, что чем он быстрее написал, там правильно какой-то ответ в школе, там какое-то правильное действие сделал, то возникает как бы уровень концентрации осознанности знаний в виде определенной волны или там потока света, да, этот поток концентрируется, и ясно, что это правильно. Но это есть и возможность познать себя в правильном понимании. Не потому, что ответ правильный как таковой, а потому, что он правильно понял, да? Личность познала, что личность может это делать. То есть человек способен. И когда этот уровень правильности начинает, например, идти с очень высокой скоростью, то получается, что здесь мы имеем, вообще говоря, систему, когда управление, предположим, внешнее, да, управление, оно всегда будет по отношению к вам гармонично, потому что правильное действие – это есть участие вашего уровня управления, вообще говоря, в любом элементе реальности. То есть вы получаете фактически собственные сигналы. Ну, есть такие позиции, или, скажем так, точки зрения, когда мы получаем, что внешняя, например, система управления, то есть если мы, например, имеем, предположим, внешние какие-то сигналы, то получается, что мы можем, например, их выбирать, но мы можем, вообще говоря, видеть, как мы участвовали в их создании. И получается, что весь мир можно представить как систему тогда уже личного действия, отождествленного с тем, как действует Бог. То есть получается, что ваше действие, оно всегда будет правильным, да, в каким бы, ну, что ли, или как бы не происходило управление, потому что здесь мы имеем прежде всего задачу именно такого управления, что ведь ум должен обеспечить обязательно точное управление. В связи с этим любое внешнее действие, которое, предположим, приходит по отношению к вам, это действие должно быть таким, что вы должны четко понимать вообще его начало, да, следствие, развитие. Поэтому получается, что вот тот принцип замыкания всех систем на уровень сонаправленности с действием Бога, это и есть тот уровень, когда человек, вообще говоря, должен обязательно любую систему видеть с точки зрения той, как показывает Бог. То есть получается, что он, с одной стороны, значит, на уровне, так скажем, полной свободы видит, что он делает, потому что он полностью свободен, то есть контролирует систему. Полная свобода – это и полный контроль за системами управления. И когда мы, например, видим, что любое действие, оно на самом деле доступно, понятно, да,
любой уровень свечения, это есть свечение, где участвует тот человек, который управляет, то получается создание собственного света, это простое в логическом, да, понимании, в понимании ума человека, так скажем, действие, просто учет всех факторов, проецирующихся, вообще говоря, на его состояние души. То есть состояние души, правильное состояние, значит, это есть уровень, вообще говоря, организации того действия, где элементы создания созданы душой как из уровня самого человека, так и душа принимает участие в момент, когда Бог душу создавал. Вот здесь вот принципиальный момент, что душа здесь сталкивается фактически со светом своего создания. То есть здесь уже человек видит свет практически собственного создания, и данный свет, он уже действительно, он исключительно божественный, то есть он создан Богом, но и человек делает то же самое в действии, так скажем, да, в развитии ума, в элементах динамических систем, то есть свет Бога, ну, скажем, маленькая фракция именно света Бога, это все равно же все системы мира, причем в динамическом проявлении. Получается, чтобы развить действие ума в динамичную область, достаточно состыковать свет ума, как область информации, со светом именно действия Бога. В механическом принципе это как бы некое слипание двух там фотонов, да, так условно говоря. Значит, но чтобы эти фотоны как бы слепить, или два объема света слепить там в одну точку, получается, нужен сам человек. Вот для этого, если рассуждать с точки зрения Бога, значит, как вообще Бог ставил перед человеком цели, да, например, и формировал, то получается, он все равно перед человеком ставил задачу свободного выбора. И вот его участие вот в этом элементе, что ли, связи ума и света Бога по созданию как бы следующего света, да, ну, нести свет дальше, да, так скажем, задача человека. Здесь получается именно вопрос свободного выбора и человека, и Бога уже. Но а когда одновременно выбирают, да, например, и Бог, и человек, то получается возникает как бы уже обобщенный, то есть свет там двоих, троих, там миллионов, да, миллиардов. И здесь мы видим, что получается, что тогда Бог уже, он действительно истинно свободен. То есть чем больше людей, тем более проявлена свобода действия Бога как бы в реальности восприятия Бога получается. То есть ум Бога в данном случае направлен на то, чтобы как можно шире развивать реальность, чтобы его уровень свободы был, значит, соотносим с тем, как действует и понимает этот человек. Потому что у Бога стоит задача взаимодействия и взаимопонимания. И получается, что мир, естественно, должен бесконечно развиваться, должна быть вечная жизнь, потому что с точки зрения личности и человека, и Бога, да, здесь должен быть тот уровень разума, так скажем, да, уже ума, коллективного ума, где решаются и вопросы личностного плана, личности Бога и личности человека. То есть вопросы коллективного управления, скажем так, исходящего из обеспечения свободы действий Бога, но изначально Бог-то все равно всегда свободен. Для человека и для Бога как таковой, конечно, самого тоже. Просто вопрос состоит в том, что мы должны действовать в условиях именно бесконечного развития, а в бесконечном развитии человек постоянно все больше и больше познает Бога. И в связи с этим получается, что он все равно взаимодействует с ним как с личностью, которая, ну, хотя она все знает, да, это личность Бога, и при этом, при всем обладает определенными сопоставимыми, там, скажем, с человеком элементами восприятия, и по сущности просто, например, в физическом теле человека личность Бога выражена. Получается, что здесь возникает все равно вопрос тот, что только принципы полной свободы действий и Бога, и человека, да, позволяет осуществить как бы взаимное бесконечное развитие как можно быстрее. И вот здесь возникает личностный принцип. Если на уровне ума понятие бесконечного развития достичь быстрее, это можно ввести? То есть мы можем логически сказать, давайте быстрее достигнем бесконечного развития. То есть с точки зрения логики бесконечное развитие как бы не имеет структуры скорости.
Вот понять, что как можно бесконечно, оно и есть бесконечно. Причем здесь как бы быстрота, да? Значит, логика управления в том, что логика — это вот дискретная система, как бы, которая возникает от того, что она возникает в уме. То есть вот именно здесь сразу видно, откуда растет логика, область информации, которая соответствует логике. И это уже более частный признак, да? Взаимодействие Бога и человека на уровне свободного выбора рождают логическую систему поведения. То есть Бог, изначально создавший также логику для человека, позволяет человеку понять, как создать логику поведения. Дальше можно видеть вообще, где тогда начинает развиваться физическое тело. Просто элементарно, аналогично можете сделать это самостоятельно. Какая, в конце концов, разница, что мы берем, область информации логики или область, например, какое-то тело человека. То есть фактически это одно и то же. И дальше совершенно четко видно, что вообще в теле человека сейчас, да, или там в бесконечном будущем. Так вот, когда мы на уровне ума ставим задачу бесконечное развитие, то мы должны в бесконечном будущем сразу увидеть норму развития тела человека. То есть мы своим умом создаем себе бесконечное развитие. И вот развитие ума в динамичную область подразумевает также развитие фактически именно в бесконечный уровень фактически тех систем, где мы опознаем все внешние признаки, и все внешние признаки, они управляемы. То есть вот задача управления здесь решается тем, что мы создаем очень динамичное будущее, где есть, скажем так, любое сочетание событий созидательных, хороших, которые нам нужны, и мы получаем то, которое мы хотим. То есть будущее в данном случае рассматривается как уровень, получается, фактически всеобщего создания и уровень очень сильного, как бы, динамичного света. И то есть там получается, что свет, который существует в этом действии, это есть свет, который выражен и личностью, и мы можем видеть, что тело человека, например, да, оно тоже светится. То есть мы можем с такой стороны подойти к телу, что это есть сильное свечение света. То есть увидев данный свет, человек начинает понимать, что он очень просто может регулировать собственную, например, жизнь, собственное развитие, но при этом с точки зрения свободы действия Бога, Бог, например, да, находится в равных условиях с человеком, и нужно, чтобы каждый человек это имел. Поэтому задача распространения знания вот именно там о вечной жизни, значит, в данной вот именно конструкции моего учения о Боге заключена эта задача и решается она так, и заключена в том, что все-таки каждый человек должен это освоить. А тогда получается, что он должен видеть свой собственный свет еще как бы до рождения, да, до своего создания, желательно, чтобы он освоил это быстрее. Кто уже родился, значит, там специальные прямые системы образования, связанные именно с развитием ума в структуру, например, всеобщего действия, частного действия. Так вот, чтобы, например, человек, имеющий там большой какой-то возраст, там, например, больше 100 лет, или человек, имеющий начальный возраст, да, скажем, до года, чтобы они получали одинаковое образование, здесь получается, что нужно смотреть вообще, как получается систему, что ли, восприятия информации Бог в условиях именно развития ума всех людей. Ведь ум — это умное действие, оно же ведь имеет личностные характеристики, это проявленная свобода действия. Одно дело наблюдать Богу за всеми событиями, как бы некими мира, где, предположим, элемент действия — это есть все-таки элемент, как бы больше событийный, да? А вот ум — это есть выражение личности. Когда Бог наблюдает состояние действий той области информации, которую назовем так коллективным умом или просто умом отдельного человека, то он сталкивается именно со свободой выражения личности. Получается, что влиять на ум, да, с точки зрения Бога, вообще говоря, тоже и как бы он и здесь получается, что не должен каким-то образом, скажем так, сильно влиять, да, потому что это свобода выбора. Действие ума — это свобода выбора, вообще говоря, как бы выражение свободы выбора, да? Умное действие, там, правильное действие, да, экологическая безопасность, правильное действие, и так далее. И тогда получается, что у Бога стоит возможность, значит, как бы она именно вот вертикальное выражение, как вот свет, стоящий в виде возможности действия, да? То человек, Бог приходит в ситуацию, когда он начинает действовать так, что он должен, получается, так как он все равно должен всем управлять,
должен одновременно и управлять, и одновременно решать задачу свободы действия той области информации, которая соответствует уму. И здесь уже стоит задача интеллектуального, то есть умного управления, да. Но Бог изначально всеобщий ум имеет, да, и как бы градации здесь мы никакие не строим, и даже в отношении людей мы не строим. В данном случае мы говорим о уме как таковом, об области информации, соответствующей уму, и определяем свойства. И поэтому в данном случае это не относится к каким-то конкретным людям. Я уже сказал, что любого человека, судя по данной конструкции, по данному уровню учения о Боге, значит, видно, что в данном моем учении о Боге человека всегда можно научить. Всегда. То есть он всегда может научиться любому бесконечному уровню знаний. Значит, здесь речь не стоит о том, что кто-то там, например, умнее, или это, предположим, кому-то надо еще доразвить ум для чего-то. Речь идет об изучении свойствах ума. И когда мы именно делаем изучение, или мы говорим о свойствах ума, то получается, что мы должны очень четко видеть, зачем мы это делаем. То есть не для того, чтобы там дифференцировать, там, потому что дифференциация ума не существует. Здесь существует только то, что изначально, получается, человек, он все равно умен. То есть понятие как бы неправильного состояния ума, вообще говоря, не существует, потому что это выражение свободы человека. И, значит, получается, что когда Бог приближается к задаче контроля, да, ну, скажем, обеспечения благоприятного развития, да, всего человечества, всего мира в целом, значит, с точки зрения бесконечного развития, возникает задача взаимодействия личностного плана. То есть Бог, получается, должен обязательно быть личностью, да, личностью человека именно, потому что тогда он не тратит ресурс, да, для того, чтобы контролировать эту систему. То есть человек с другим человеком разговаривает свободно, и у него не стоит задача там, контроля мышления и так далее. Значит, и более того, есть этичные системы, где нельзя контролировать те мысли, которые, например, не соответствуют задаче всеобщего спасения. Значит, и более того, Бог сделал так, что их контролировать, вообще говоря, невозможно другим людям. Значит, здесь возникает вопрос, что Бог, получается, когда действует аналогично, Он дает выбор и свободу действия, ну, практически как бы другим людям, для того, чтобы другие люди понимали, как вообще работает Бог тогда. Тогда им достаточно просто уже понять, что Он делает, потому что Он находится, например, в физическом теле человека, Он и есть фактически человек, да, в том числе. И тогда получается, что человек, естественно, может познать все знания, потому что Бог-то такой же путь проходит, например, там, показывает какие-то системы управления, а человек, естественно, он может вполне там, научиться самостоятельно там, делать подобное или там, то же самое, и, соответственно, значит, да, вечно развиваться и жить. То есть, получается, задача такая, которая ну, проявлена, да, в том, что с точки зрения Бога он должен иметь, да, ну, физическое тело там, человека, она еще проявлена в том, что здесь идет и задача следующая. Так как Бог везде есть, а действие человека тоже везде отражено по подобию Божьему, то когда Бог, значит, имеет физическое тело, изначально оно все равно у него всегда есть, физическое тело человека, то он попадает в совершенно устойчивую систему управления. То есть он попадает в ситуацию, когда, коли уж там от человека есть все системы управления, да, во всеобщей реальности, то, естественно, ему тогда, в общем-то, его логически свободный выбор быть, да, в физическом теле человека, он вполне оправдан с точки зрения Бога и человека по именно области развития ума, уже в область, например, определения и человеческого, и божественного действия. И вот когда мы эту систему начинаем уже анализировать как систему взаимодействия личностей, Бога и человека, ясно, что, да, ну, ясно, что вечное развитие обеспечено, что никаких проблем нет, потому что личности, они всегда вопрос решат. И в этой системе управления очень четко можно получать сверхбыстрые, мгновенные действия, достаточно только вот именно решать их как бы в личностном плане. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо за внимание.